Всем привет, с вами Лена Стасевич. Сегодня я хочу рассказать вам, как приготовить очень вкусный и такой интересный по форме торт Карпатка. Торт так назван в честь гор Карпаты, которые находятся в Польше, и этот тортик очень популярен в Польше среди польских десертов. Его сверху посыпают сахарной пудрой или же поливают шоколадом. Он готовится на основе заварного теста и заварного крема патиссьер. Очень вкусный, давайте скорее его готовить. Итак, сначала приготовим заварное тесто. Оно готовится обычным классическим способом. Для этого в сотейник вливаем воду, молоко, добавляем сливочное масло и также соль. Ставим на небольшой огонь и дожидаемся, пока масло растворится и соединится с другими ингредиентами. И также эта смесь должна немного закипеть. Посмотрите, вот смесь кипит, снимаем с огня и всыпаем сразу всю муку. Обязательно всю муку сразу. И довольно быстро вымешиваем лопаткой, пока тесто не соберется в комок. Когда оно собралось вот в такой единый ком, ставим сотейник снова на плиту. И теперь нам необходимо подсушить тесто. Мы лопаткой его перемешиваем примерно 1 минуту. Огонь должен быть чуть выше среднего. И вот так вот активно перемешиваем лопаткой, пока на дне сотейника не образуется вот такая бархатная корочка. Теперь перекладываем тесто в чашу миксера, в котором я буду перемешивать тесто. Я включаю миксер примерно на 1 минуту, чтобы он перемешал тесто и параллельно охладил его. Тесто нужно немножко охладить, и затем мы будем добавлять яйца. И теперь понемногу добавляем яйца. Яйца я предварительно пробила блендером и пропустила через сито, чтобы избавиться от ненужных каких-то частиц яйца. И по чуть-чуть частями добавляем яйцо, каждый раз хорошенько промешивая миксером. И следующее яйцо добавляем только после того, как предыдущее вмешалось. Яйца добавляем на глаз, чтобы у нас в итоге получилась вот такая консистенция теста. Мне понадобилось все количество яиц из этого рецепта. Вам может понадобиться больше или меньше, это будет зависеть от того, насколько у вас выпарились вода и молоко в процессе кипячения. В итоге должно получиться вот такое тесто. Посмотрите, оно вот так вот стекает с лопатки, но довольно густое. Это тесто гуще, чем для эклеров, например. Но вы можете видеть на видео, какое оно должно быть. После того, как добавили все яйца, еще промешаем миксером где-то 1-2 минуты, чтобы образовался глютен. И затем мы можем уже выпекать. Нам нужно сделать 2 коржа, поэтому я взяла вот такие разъемные кольца и установила диаметр 18 сантиметров. Вы можете взять любые ваши формы диаметром 18 сантиметров или же одну даже форму и выпекать тесто частями один за одним, если у вас не вмещается в духовку, например. У меня 2 формы эти вмещаются одновременно в духовку, поэтому я буду это делать одновременно. Перекладываем тесто в равных количествах, измеряем тесто, половину в одну форму, половину в другую и распределяем вот таким образом лопаткой. Не надо выравнивать, потому что тортик у нас называется Карпаты в честь гор. Он должен быть вот такой неровной формы, напоминающей рельеф гор. При выпечке тесто поднимется и будет очень красиво. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Они должны стать вот такого золотистого цвета, посмотрите. Дно какое красивое, ровненькое, не подгорело, но не сухое. Но в то же время тесто не должно быть сырым внутри. Если оно будет сырым внутри, оно просто опадет. И теперь подготовим крем. Стандартный крем-патиссьер, но в конце мы добавим сливочное масло. И получится у нас так называемый крем-муслин. Для этого нам необходимо ароматизировать молоко ванилью. Ставим его нагреваться и доведем до кипения. Но кипятить не нужно. В это время в другой емкости смешаем желтки с сахаром и добавим просеянный кукурузный крахмал. Перемешаем до побеления и до объединения продуктов. Смотрите, молоко начинает вот так вот легонько кипеть, и в этот момент мы его снимаем с огня и можем темперировать яйца. Вливаем по чуть-чуть, нам нужно влить буквально 1/3 часть молока. Перемешиваем хорошенько и затем яичную смесь снова переливаем в сотейник к молоку и будем уваривать до загустения.
ставим на огонь ниже среднего и увариваем до загустения. Это занимает буквально 2 минуты. Постоянно помешиваем, чтобы крем не пригорал. Это очень важно. Поэтому сотейник лучше использовать для такого крема толстостенный. Как только крем загустел, дожидаемся, пока он начнет кипеть. Но в этот момент продолжаем также перемешивать. Смотрите, когда на поверхности появляются вот такие пузырьки, это значит, что крем начинает закипать, и мы его провариваем еще 1 минуту, чтобы избавиться от привкуса крахмала. И теперь готовый крем пропускаем через сито. Смотрите, какой красивый крем получился, вот такой глянцевый, довольно густой. Когда охладится, он еще больше загустеет. Очень красивый, очень ароматный. Теперь перемещаем его на широкое какое-то блюдо. У меня противень, застеленный пищевой пленкой. И распределяем тонким слоем. Нам необходимо этот крем очень быстро охладить, чтобы в нем не развивались бактерии. И срок годности крема таким образом мы увеличиваем до 2 суток. Если вы крем сразу не охладите, то такой крем нужно будет скушать в течение 5-6 часов. Крем нужно охладить очень быстро, поэтому ставим его в морозильную камеру на 5 минут, а затем перекладываем в холодильник до полного остывания. Это занимает буквально полчаса. Смотрите, вот такой крем после холодильника, как видите, он стабилизировался и стал вот таким густым, даже чем-то желе напоминает, прекрасно отходит от пленки. И подготовим вторую часть крема, это масло. Масло должно быть мягкой комнатной температуры, мы взбиваем его миксером до побеления минуты 3-4. И затем частями понемногу по 1 ложке добавляем заварной крем, продолжая хорошенько взбивать. Таким образом добавляем весь крем и смешиваем его с маслом. В этом рецепте я уменьшила количество масла. В отличие от оригинального рецепта, здесь масла почти в 2 раза меньше, поэтому крем получается не таким жирным, получается более нежным, воздушным и таким более приятным на вкус. И в итоге какой пышный, какой красивый крем получился, когда мы добавили к маслу весь заварной крем. Смотрите, какая красота. Довольно густой. Когда он постоит в холодильнике, он еще больше, конечно, станет густым, потому что здесь есть сливочное масло. Но вот такой он классно получается. Смотрите, какая красота. И теперь мы можем собирать торт. Собирать торт я буду в этой же разъемной форме. Такие формы разъемные очень удобны, конечно, при сборке тортов. Но если у вас нету такой разъемной формы, вы можете в любую вашу форму диаметром 18 сантиметров застелить ее пищевой пленкой и собирать так тортик. Потому что крем он не слишком густой, и лучше, чтобы он собирался в кольце. Кладем вниз 1 корж, а сверху просто добавляем весь крем, который мы приготовили. На этот диаметр торта крема получается не слишком много, в самый раз, поэтому не пугайтесь, будет очень вкусно. И накрываем сверху следующим коржом, немножко прижимаем, и теперь нам нужно оставить для пропитки, лучше оставить на ночь. Сверху также можно обернуть весь торт пищевой пленкой, чтобы он пропитывался, потому что заварное тесто от влаги становится более мягким, но в то же время должно быть немножко хрустящее, оно не должно быть слишком мягким и очень пропитанным. И когда мой торт пропитался, снимаем кольцо и пищевую пленку, посыпаем сверху сахарной пудрой. Также по желанию вы можете растопить шоколад и смешать его со сливками, сделать шоколадный ганаш и полить сверху тортик. Смотрите, какой красивый разрез, какой красивый торт, очень эффектно смотрится. Я думаю, что все любители эклеров и заварного теста оценят этот торт по достоинству. Я надеюсь, мой рецепт вам пригодится. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока.